норы начинается удар, да? И до Ашхабада доходит, да? Вот. За эти 10 секунд все вспомнил. Вспоминал, как меня зовут, почему я пропустил. Будет еще маленький сюрприз от меня лично. И я начал рубиться. Да, это я тоже ем. Алибек, поехали. Туркмен или узбек? Кто он? Борец-вольник или кикбоксер? Я Азат Алмедов и творческая команда Аджайб Ватан Комикс рада познакомить вас с профессиональным бойцом ММА Исламом Каримовым. Друзья, для удобства просмотра включайте субтитры в правом верхнем углу экрана и наслаждайтесь просмотром. Поехали! Посторонись, торопись, мы летим. Ты один хук пробивает бошку, второй нос лепешку ладошкой, нам отброшка. Ты непрошенный гость, значит тут будут брошены кости. Это спорт, значит ни капли злости. Мой тренер сказал, это мой стиль. Набираем обороты как монстры и свое заберем, это просто У пацанов в крови сжатые кулаки же. Неважно где махать, хоть в Москве, хоть в Париже. Душа просит адреналин из себя выжить. Сопернику главное выжить. Тише. Ислам, приветствуем тебя, салам алейкум. Алейкум ассалам, приветствую. В Дашаузе тоже вас. Приветствуем тебя у нас в Туркменистане. Мы с большим интересом следим за твоей бойцовской карьерой, смотрим твои выступления, где ты гордо выходишь с нашим флагом. Болеем за тебя, благодарим тебя за эту встречу. Да, спасибо большое. Мне очень приятно, что вот наконец-то начали замечать наши братья и поддерживать. Ну, стараюсь для вас. Брат, расскажи, пожалуйста, нам про свое детство, про семью, про школу. Как ты оказался впервые в городе Дашогуз? Ну, у меня родители отсюда. У меня все мои родственники, они здесь живут, в городе Дашаузе. Каждый год я сюда на 3 месяца, когда каникулы. Летом я постоянно сюда приезжал. Вот, и вот у меня были дома в Кирове, да. Вот там жил, воспитывался тоже, да. И очень много у меня позитивных воспоминаний. То есть ты сказал, что ты родился в Сибири, правильно? Родился в Сибири, да. Вот, а как ты вообще, получается, ты очень закаленный к холодам? Сибиряк – это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто одевается тепло. И совет тоже всем – одевайтесь тепло. Расскажи нам, пожалуйста, про свои детские воспоминания, а именно, чем ты занимался в детстве, какие были у тебя увлечения? Ну, я бы пару слов хотел бы о родителей, да, все-таки сказать. У меня, каким образом мы вообще оказались в России. Так получилось, что мама окончила у меня, значит, медицинский университет, вот, а отец у меня военный, десантник. Вот, и так получилось, что отец тоже с самого детства он спортивный. Вообще начал я с бассейна, если так скажем, мне бассейн, и всем советую, да, кто думает, куда там детей своих отдать, то отдайте бассейн, гимнастика – это самый лучший, я считаю, база, самая лучшая база для ребенка, для начала становления спортивной карьеры или там просто же для себя, для здорового тела, так скажем. То есть, получается, отец был одним из главных твоих вдохновителей, правильно? Ну да, можно и так сказать, что отец был таким первооткрывателем в этом деле. Вот, я даже такую маленькую историю вам расскажу. Я когда стал чемпионом России по ММА, в 2019 году это было, все меня так дружно поздравляли, радовались. И я тебе скажу, как меня поздравил отец. Отец мне сказал: молодец. Отец молодец, в общем. Да, в рифму, да, звучит. Вот, из-за этого мне как-то это запомнилось, я думаю, блин. Ну, в общем, воспитал так строго, скажем. Ну, вот, я думаю, чьи там отцы или друзья есть военные, то уже люди понимают, да, какое у них воспитание. Я представляю для матери, когда вот она смотрит бои, особенно своего сына, это, наверное, что-то страшное с ней творится. Какая история? Она по сей день меня отговаривает. И каждый раз я маме говорю: вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Я думаю, ну, все равно настанет же время, когда надо будет уже с этим завязывать. Я не добился еще того уровня, который у меня, вот, который я себе построил в голове, да, к которому я могу дойти. То есть у меня, я не знаю, как-то
так получилось, что вот любовь к спорту меня привязал отец с самого детства, да. И у меня даже были такие времена, что мне мать говорила: эй, не тренируйся там, отдохни там. Ну, не знаю, меня что-то тянуло меня в зал. Ну да, в общем, плюс-минус у всех знаменитых спортсменов великих, их вдохновителями были отцы. Согласен с этим? Да, много таких историй, много. Я вот, Флойд Майвезер, Хабиб Нурмагомедов, как минимум, да, если возьмем. Потом кто еще? Ну, я думаю, много вот из великих, вот 2 человека я смело бы назвал бы. Ну вот, а как ты считаешь, например, действительно, со скольки лет лучше отдать сына, ребенка именно на единоборство, именно вот на боевые единоборства? Когда вот дети маленькие, я вот всем тоже своим знакомым говорю, когда вот там, есть у меня молодые друзья, у кого-то там спрашивают, куда отдать сына, я говорю, куда угодно, но лишь бы он был занят, лишь бы дети были бы чем-то заняты, не занимались там ерундой, не тратили время просто так, потому что много чего я бы хотел научиться делать, если бы вот там вовремя бы пошел бы и начал бы там чему-то новому обучаться. Сейчас жалею, сейчас, к сожалению, намного нету времени, вот, но я стараюсь, нахожу и все равно обучаюсь и хочу становиться лучше. Ну, например, если сыну, скажем, теоретически 8 лет, не моему, а в целом, да. Вот у моего знакомого есть сын, ему 8 лет, стоит ему отдавать 8-летнего, скажем так, совсем еще ребенка на единоборство? Нет, конечно же нет, он еще не окрепли кости более-менее, да, чтобы какие-то на жесткоконтактные такие виды спорта отдавать, я не советую лично. То есть желательно лет так с 12-13, правильно? Ну да, ближе к этому уже можно. Ближе к подростковому возрасту? Да. Твои первые победы на любительских соревнованиях. Расскажи, пожалуйста, про них. Я очень много выступал, у меня очень много любительской карьеры. Из-за этого я даже не могу сейчас вспомнить, потому что очень было много всех. И такой совет я дал молодежи: выступайте везде, где можно. Мы сейчас, кстати, тоже буквально завтраки делаем соревнования для детей. И вот мне главный тренер говорит, что ему многие тренера сказали, типа, вот там, он еще не готов, там, психологически, физически, там, морально, у него там через месяц какие-то более важные соревнования. Ну, я просто не понимаю людей, потому что проводятся такие соревнования, мы делаем бесплатные, да, как с хорошими подарками, да. В наше время, да и сейчас, я думаю, многие платят, чтобы подраться, да, и заработать опыт, так скажем. Я не понимаю, почему они не соглашаются. Это большой минус. Я думаю, надо пробовать не только в спорте, во всех ваших делах, в любой вашей работе пробуйте, дерзайте, рискуйте, и, может быть, что-то получится. А вот самый тяжелый момент, например, который был у тебя на твоих соревнованиях, ну, допустим, не знаю, акклиматизация, давила толпа, давили зрители, я не знаю. Было такое у тебя вообще? Да, я думаю, у каждого было такие, знаете, истории, потому что в России, если берем просто Россию, то много где был, вот, и совсем столкнулся, и с социальным давлением, то, что много народу смотрит, и у тебя паника такая начинается, и акклиматизация была. В общем, много. Я, честно говоря, многие там, знаете, как-то боятся, стесняются. Я не стесняюсь, я говорю, вот именно в любительском спорте я очень много проигрывал. Очень много проигрывал, но это и привело к успеху. Хоть какому-то, хоть мизерному, но успеху. Из-за этого рискуйте, делайте, и вот, как же я говорил, что-то получится. Да? Поняли, друзья? Никогда не бойтесь поражения, всегда рискуйте, всегда дерзайте вперед. 8 977 884 0043. Звучало как реклама, да? С какими сложностями ты столкнулся при переходе на проф-арену? Да, я думаю, это совсем другое, что-то совсем очень другое, потому что и подготовка другая, и серьезность, и как бы внимание, в общем. Но в любительской карьере вот люди не дадут соврать, то дерутся. У нас бывает такое, что мы там за один день по 3-4 боя делаем, вот. Но плюс профессионалов, то, что там заранее дают оппонента, да, но у нас у всех, наверное, такие, это человеческая натура, мне кажется, так скажем, беготня за деньгами, вот, и иногда мы соглашаемся на такие авантюры, там, на замены, на коротких давлениях, вот, из-за этого даже многие хорошие бойцы, да, которых вы знаете, или, может, о которых вы не узнали из-за такой проблемы. Как оказался именно ты на проф-арене поп-ММА?
очень случайно попал вообще во всю эту движуху, скажем так. У нас был такой человек, Амиран Сардаров. Он был, он и есть. Да, конечно, Да. знаю такого. Вот, у него была лига «Битва за хайп» называлась. Там такие были персонажи, которые вызывали у меня эмоции, которые я тоже хотел. Ну, вот сейчас вышел, я бы его побил бы. Тоже, как и у многих, наверное, зрителей. Вот, и увидел, как-то они там оставили свою почту. Я думаю, дай, просто так закину, посмотрим. Ну, ответит, не ответит, не ответит. И один прекрасный день так позвонили, сказали, вот завтра надо приехать к 8 там туда-туда. Я такой, хорошо, туда приехали, телефоны отобрали, и мы на целый день там застряли. Так съемки, оказывается, это все не так просто, как казалось, да, как кажется. Вот вы хотите видеть красивую картинку, но это, оказывается, очень муторно и тяжело все делается. И как это все видео вышло, как уже люди начали узнавать, я понял, что это нужно подхватить, но не потерять голову. Вот, слава Богу, спасибо всем моим братьям, кто меня в этот момент поддержал. И у меня очень достойные братья, которые никогда не дадут слишком высоко поднятой головой ходить и голову опускать низко тоже не дадут никогда. Когда ты заработал свои первые деньги именно на этой арене? Вообще первые 2-3 боя я свои провел бесплатно. Мне понравилось просто это внимание, так скажем, ну, как есть, слава же это была. Мне это понравилось. Вот. Но я подумал, что пора бы уже начинать на этом зарабатывать. Вот. Из-за этого как-то первые 2-3 боя закрыл на это глаза. Но потом вообще первый мой гонорар был в долларах, да, можно сказать. Это $200. 100 за выход и 100 за победу. Это первые мои деньги были. Ты дрался с такими именитыми бойцами, как Гаджи Автомат, Т-34 Эльбаев, Павел Шульский. Расскажи немножко нам про эти бои. Да, каждый по-своему интересен. Вот. Особо такого прям не могу вам ничего рассказать. Бои как бои, если честно. Ну, для меня лично. А вот бой с Дациком, вот, собственно, где я впервые тебя увидел, так я еще удивился, что парень выходит действительно с 2 флагами, это узбекский флаг и туркменский флаг. Расскажи, пожалуйста, каково это драться вообще в супертяжелом весе и с таким, скажем так, крутым нокаутером, как Вячеслав Дацик? Были ли какие-то вот опасения, что точно такое же может случиться с тобой, например? Ну, мандраж, он всегда присутствует в любых боях перед боем. Ну, у меня очень хорошая, сильная команда. Вот мы тоже, как бы, так скажем, не из библиотеки вышли. Да, из-за этого, до этого рассказывал ребятам, что большая любительская карьера. Из-за этого, как говорится, глаза боятся, руки делают. Дацик сначала отправил тебя в нокдаун. Что ты почувствовал после этого? Именно вот этот удар, да, мы тренировались с тренером очень долго. Когда вот с замахом, вот, так скажем, с мары начинается этот удар, да, и до Ашхабада доходит, когда, да, вот. Именно вот единственный удар у него вот здесь, правый, боковой, да, колхозный. Именно этот удар мы тренировали, и так забавно получилось, что именно этот удар я и пропустил. Вот. У меня бой был за месяц до этого боя с Дациком, у меня сломался палец большой. И вот когда мы обстреливали джебами, там на видео видно, у меня заболел большой палец. Я так глаз кинул на руку, думаю, блин, смогу ли я драться с этой рукой сейчас? Она мне очень сильно заболела. Я правую ручку так просто на отвали, так скажем, кинул, чтобы дистанцию посмотреть. И она у меня прилетела, я даже не увидел ее. На самом деле, какую-то превьюшку делать очень опасно, потому что бой может завершиться в любую секунду. Какое попадание сразу же с правой руки от Дацика. Хороший правый прямой от Дацика. Ислам Каримов. Я упал, я такой думаю, блин, как так можно было? У меня за эти 10 секунд, короче, я все вспомнил. Как мы тренировали этот удар, почему я пропустил. Вспоминал, как меня зовут. Потом мне стало забавно. Я встал, очень сильно разозлился. Вот, и
там на видео дальше увидите. Ну, он специально чуть-чуть дольше посидел. Славик решил находится в восстановиться. хорошей форме. И опять правая рука сразу же от Дацика. Да. Полетел вперед Дацик. Ну, попадает Каримов, попадает. Это хорошая шутка. Как так получилось, что потом, после такого тяжелого нокдауна, ты смог действительно отправить его в нокаут потом? Очень неприятный такой был нокдаун, да, он мне растек нос, я вот сидел, у меня глаза слезили, потому что между глаз пропустил, кто пропускал из пацанов, поймут меня сейчас, да, вот, и я такой думаю, сейчас надо чуть в себя прийти, глаза сейчас в нормальное состояние придут, и мы обязательно доделаем свое дело. Я разозлился, и, честно говоря, план, все пошло просто, уже поняли, да? Наперекосяк? Да. Я был уверен, что я его выиграю, потому что в плане техники я на 3 головы выше его. Просто у него есть единственный удар, под который нельзя просто пропускать именно этот удар. И все. Если вы это сделаете, он никакой угрозы вам не составит. Вот. И просто так получилось, я забавно так на видео увидите, я там, улыбнулся, так думаю, ну ладно, иди как теперь сюда, я тебе покажу сейчас. Ребят, здесь на самом деле трудно подбирать. Попадает Каримов. Но при этом попадает на Вячеслав. Путает он Дацика и попадает с обеих рук. Все! Поздравляю! Вот это да! Удивил всех Каримов сегодня, но если честно, я почему-то склонялся в его сторону. Техническим нокаутом одержал победу Ислам Каримов. После такого действительно тяжелого нокдауна удосрочить Дацика, это было, ну, что-то почти невозможное, я бы сказал бы. И вот когда это все получилось, какие вот эмоции ты испытала? Я был очень рад, что мы сделали свою работу. И вообще много кто это видел этот бой, мне говорили, типа, блин, мы вот подумали, что все уже, бой закончен. Вот, и ты вышел и показал это, очень довольны были. И сначала родился я, а потом слово талант. Я рад, что я победил сегодня. И хочу огромный салам передать Туркменистану, Узбекистану, Диньонга. Узбекистан, Туркменистан, огромный привет. Спасибо. Поддержка чувствуется. У окружающих есть такой стереотип, что здоровые люди, большие люди. Я сам сталкиваюсь порой с этим стереотипом, что здоровые люди, они вот как-то опасные очень, их обходят все стороной. Но на самом деле, вот я не знаю, подтвердишь ли ты мои слова, мы очень добрые в душе, правильно? Все это знают, мне кажется, большим ребятам нечего доказывать. Да. Вот они прекрасно знают свои возможности, и за это, мне кажется, они как-то подобрее. Вот. Ислам, чтобы быть таким большим, здоровым и сильным, что ты предпочитаешь в еде? Узбекский плов. Узбекский плов? Да. А туркменские блюда какие тебе нравятся? Фетче. Фетче, да? Твои любимые напитки? Кофе употребляю. Вот. И простую чистую воду советую лучше. Всем. Самое полезное, да. В любых количествах. Ислам, расскажи нам, пожалуйста, про свое образование. Какое оно у тебя? У меня среднее профессиональное, это медицинское образование, и высшее это педагогическое. То есть во время боев ты уже сам знаешь, например, что тебе нужно будет полезно в случае травмы, правильно? Да, во время боя, когда ломаешь себе руку, резко ее управляешь обратно и дерешься дальше. А были такие случаи? Ну, почему были случаи, но не со мной, и были со спортсменами, когда вылетали там локти, плечи, вставляли обратно и дрались. Были... Прям там вставляли и дрались? Там, да, дрались дальше. Как ты относишься к нашей родине, Туркменистану и к туркменам? Как я могу относиться? Это такая же родина, как для вас, так и для меня. Это тоже моя родина. Люблю, из-за этого мы с вами здесь в данный момент и встретились. Сидим, обожаю свой народ. Хотел бы я призвать даже свой народ, чтобы поддерживали своих. Когда вы будете дружны и поддерживать своих, наш народ будет подниматься вот, в любом направлении. Будь это в спорте, будь это в другом, там, в жизни. Будьте дружными, любите друг друга, уважайте
друг друга, и все получится у вас в жизни. Дружба и братство – лучшее богатство. Пожелания твои молодым спортсменам? Да, я бы сказал пожелание всем, не только спортсменам. Занимайтесь своим делом, будьте упорными, идите до конца. И в любом случае, при любом раскладе, награда вас не заставит себя ждать. Уважайте старших и любите родителей. Итак, друзья, конкурс. Кто отгадает, каким первым боевым видом спорта занимался Ислам Каримов, тот получит перчатки с его автографом. Пишите, друзья, комментарии, не стесняйтесь. Братва, и хотелось бы сказать всем, будьте активными, вам подарок обязательно понравится. Я от себя хочу сделать такой маленький сюрприз к этим еще перчаткам. Будет еще маленький сюрприз от меня лично. Из-за этого участвуйте, кто выиграет, тому этот подарок очень сильно понравится, я уверяю вас. Ислам, спасибо тебе большое за интервью, за твои интересные истории. Желаем тебе от дружного творческого коллектива Аджайб Ватан Комикс и от логистической фирмы Талланал больших арен, больших побед, чемпионских поясов и самое главное, без травм. Спасибо вам тоже огромное и всем огромный салам. Друзья, если вам нравится этот формат, делитесь впечатлениями, участвуйте в конкурсе и получите сувенирные перчатки с автографом. Дайте активности в комментариях. А теперь мы переключимся на соревнования по классической борьбе, где наш гость приготовил подарки для победителей. Братва, всем ассаламу алейкум, меня зовут Ислам Каримов. Все готово, ждем вас, приходите, увидимся. Друзья, если среди наших зрителей есть предприниматели и вы нуждаетесь в качественных логистических услугах, транспортная компания Талланал готова оказать весь спектр логистических услуг на высшем уровне. Подписывайтесь на наш канал Аджайб Ватан Комикс и на соцсети наших друзей, помогающих в производстве нашего контента. Ссылки в описании ниже. Наградите нас лайком и оставьте ваш комментарий. Это очень поможет нам в продвижении. И как сказал наш сегодняшний боец Ислам Каримов, уважайте старших и любите родителей. До встречи, друзья!